программе Bernina на панели «Создать» есть два инструмента с уже готовыми объектами петель. Вам нужно лишь пару раз кликнуть мышкой и при необходимости внести изменения в настройки. Инструмент «Пуговичная петля» позволяет создавать n-ное количество петель на произвольном расстоянии друг от друга. А инструмент «Пуговичные петли» позволит вам создать указанное количество петель на равном расстоянии друг от друга. Работать с инструментом «Пуговичная петля» легко и просто. Кликните по инструменту левой клавишей мыши, перенесите курсор мыши на рабочее поле и снова кликните левой клавишей. Снова переместите курсор на произвольное расстояние и кликните левой клавишей. Таким образом создайте нужное количество петель. Чтобы сбросить инструмент, нажмите клавишу Escape на клавиатуре. А теперь кликните левой клавишей мыши по инструменту «Пуговичные петли». В открывшемся окне введите нужное количество петель и нажмите ОК. Перенесите курсор мыши на рабочее поле, кликните левой клавишей мыши и потяните курсор в сторону, определяя расстояние между петлями. Чтобы закончить создание объектов, снова кликните левой клавишей мыши. Если вы не вносили никакие изменения в настройки, то сейчас на вашем рабочем поле точно такие же петли, как и у меня. Все хорошо, но пуговицы бывают разные, как, собственно, тип ткани и изделия. Соответственно, петли должны меняться в размерах и форме. И чтобы зайти в настройки пуговичных петель, выделите их и дважды кликните левой клавишей мыши. Откроется окно с настройками, в котором вы можете поменять тип пуговичной петли и внести другие изменения. Прежде чем мы разберемся с параметрами, хочу обратить внимание на то, как работать с окном настроек, чтобы вам было удобнее. Если после внесения изменений нажать ОК или Enter на клавиатуре, то изменения сохранятся, но окно закроется. А вот если нажать «Применить», то все внесенные изменения будут присвоены выбранным объектам, но окно останется открытым, и вы сможете продолжить работу над корректировкой. Сбросить – это, понятное дело, отменить все сохраненные изменения. Допустим, вы кликали и забыли, что вообще хотелось сделать, и что до этого было. Нажмите клавишу «Сбросить» и повторите все сначала. Отмена – это отказ от внесенных изменений и закрытие окна с настройками. Сохранить в шаблоне – это значит, что все внесенные изменения будут сохранены в памяти программы и применены при последующей работе с инструментом. Если вы планируете в основном создавать петли длиной 25 мм с закругленным краем, то внесите изменения и нажмите «Сохранить в шаблоне». В открывшемся окне выберите остальные объекты, после чего программа предупредит вас, что вы вносите изменения в основной шаблон Normal. И если вы уверены в своих действиях, соглашайтесь. Внося изменения, убедитесь, что выбраны все объекты, к которым должны быть применены настройки. Пока вы начинающий пользователь, приучите себя работать с отключенным художественным видом. В этом случае все выделенные объекты будут подсвечиваться розовым, и вы точно ничего не упустите. Теперь переходим к настройкам. Настройка длина отверстия говорит сама за себя. Если вам нужна петля с отверстием 25 мм, установите нужный параметр. Интервал начальных стежков – это плотность. Чем меньше значений, тем плотнее. У петель с глазком и закругленным концом есть дополнительный параметр – интервал конечных стежков. Это плотность на закругление. Если приблизить объект, то разница в плотности будет видна. Если вы считаете, что в меньшей плотности на закругление нет необходимости, то в этом случае установите галочку «Делать одинаковые интервалы». Угол наклона позволяет менять ориентацию петли.
Выбираем по горизонтали, кликаем «Применить», и вот все петли расположились по горизонтали. Решили поменять направление, вводим минус 180 градусов, «Применить», и вот уже петля смотрит в другую сторону. То же самое и по вертикали. Если что, не забывайте, что менять положение объекта можно также с помощью стандартных инструментов. И последнее. Если у вас есть устройство Cutwork и вам нужна строчка, которая определит место разреза петли, то выделите петли, зайдите в меню Cutwork и активируйте инструмент «Прорезать пуговичную петлю». Всем хорошего дня и аккуратных петель!